Приветствую всех на моем канале. Сегодня подробнее рассмотрим питомцев в этой игре. Разберем все нюансы и, в принципе, все, что касается питомцев. Так, первое, что стоит упомянуть, это что дают питомцы, кроме, безусловно, внешней атрибутики и сопровождения иногда приятного и тому подобного. Питомцы приносят, счастливые питомцы, и сытые приносят регулярно прибыль и ресурсы. Какие именно? Сейчас покажу на практике. Так, заходим сюда. Почта. Вот она. У меня на данный момент 2 питомца, то есть, видите, очки доверия питомца за раз приносит 151 питомец. И вот такой набор обычных материалов. Один питомец, один набор приносит. Всего в день. Сейчас посмотрим, сколько раз. 2, 3, 4. 4 раза минимум в день приносит каждый питомец, то есть 4 набора и 600 очков с одного питомца в сутки. Это минимум, что приносит счастливый питомец. Гарантированно минимальный. Итак, далее. У многих поначалу, особенно у новичков, возникает проблема того, где взять питомца после того, как вы его получили. Да, звучит странновато, я понимаю. Но после получения питомца он не появляется у вас на участке, он попадает в приют. И он вроде как у вас есть, но на самом деле у вас его нет. Смотрим внизу экрана, на СПК-версии это находится менюшка слева экрана. На телефоне внизу экрана вот голова собаки, нажимаем. И здесь у меня питомец, не суть. Нажимаем. И далее на питомца, который у вас есть, вроде как, он находится в приюте. Справа внизу вы видите надпись «Набор для питомца». Это корявый перевод. Нажимаете сюда и попадаете в приют. Ваши питомцы после получения будут находиться именно здесь, в приюте. И здесь уже в приюте, взаимодействуя с ним, вы его перемещаете, собственно говоря, на участок к себе. И только после этого он может напрямую взаимодействовать с вами, кормить его там, играть с ним и приносить ресурсы. Пока он в приюте, он, считайте, просто как находится вне пространства и времени, и вам просто приходится задарма его кормить. Для того, чтобы расположить его на участке, забрать с приюта, естественно, вы должны построить ему домик. Домик у вас один изначально есть, а питомца 2. Второй вам нужно купить. Купить. Магазин. Ладно, магазин перейдем попозже. Сейчас рассмотрим. Значит, смотрите, у вас максимум питомцев может быть 6 штук. То есть именно активных, не в приюте, а активных на участке доступно максимум 6 штук на одного человека. То есть если у вас будет совместный участок с кем-то, это 12 питомцев. Легендарные питомцы, что кошки, что собаки, получаются с донат наборов или за донат покупки. Эпические и синие, вы видите, валюта питомца. Валюту питомца вы получаете, собственно говоря, с активности некоторых и приносят сами же питомцы. Цены видите сами. Эпический 60 тысяч, синий 15. А разницы между ними я пока не замечал, но возможно эпические больше ресурсов приносят. Это там уже сами посмотрите. Я буду лично выбирать по внешнему виду, потому что даже если они принесут один лишний пакет ресурсов, мне это особо роли не сыграет. Вот так вот. Далее, аксессуары к питомцам. Угу. Золото. Это понятно, да? Довольно редкая валюта, но доступная всем. Вот эти шильдики, это донат валюта. Ну и получение только в особых событиях, это понятно, да. Ждать события, либо то, которое прошло. Здесь некоторые доступны за, вы видите, валюту питомца, опять же, которая добывается бесплатно. То есть, в принципе, большинство, как я и говорил, всего доступно в бесплатном формате. Хотите что-то прям очень эксклюзивное, вкладывайте деньги. На процесс сам это никак не влияет.
Вот. Итак, переходим дальше в магазин питомца. Где здесь у нас корм? Какой? Вот наш магазин. Здесь корма, это понятно, я думаю, которые пригодятся, особенно в моменте, когда будет много питомцев, мебель. Вот здесь вы покупаете будки. Это я не могу припомнить, есть ли лимит и обновляется она еженедельно за серебро. Но в целом дальше за валюту питомца, опять же, за неделю вы спокойно соберете. Если на синие, то на штуки 4 синих будки соберете, и у вас будет сразу через неделю 6. Придется еще немножко подождать. Также обмен на 5000 серебра. Это ярлык для переименования. Вот, собственно, все, что нужно основное знать по питомцу. Самое главное и проблемное, я же говорю, с чем встретился, это то, что питомцы зависают в приюте, и из-за проблемного перевода люди теряются, где же он находится. Потому как на карте у NPC вы их не найдете, только через это меню. Далее нюансик. Ага, это не мои засранцы. Это не мои. Вот, кот очень дрессированный, на свист прибегает, как собака. Взаимодействовать. Видите, да, нюанс в ласке. Там 94 из 100. И это немножечко кривая игра в этом плане. Почему? Потому что если, к примеру, голод у него 90 из 100, вы на 10 его покормите, 10 же к дружбе и получите. Если у вас перерыв там в его удовлетворении 99 из 100, и вы пополните на 1 действием, играми с ним, к дружбе вы все равно получите 12. Потому, часто играя, вы его быстрее вкачаете. С минимальными перерывами, если, опять же, если это кому-то принципиально. Потому как, ну, я ранее уже упоминал, не сильно это что-то решает. Собственно, взаимодействие к этому все и сводится. По моментам основным это все. Еще какой нюанс. Если ездите на мотоцикле и, допустим, играете с кем-либо в паре, вдвоем, и при этом питомец следует с вами, то второе место на мотоцикле займет ваш питомец. И человек будет либо бежать рядом, либо призывать свой транспорт. А так, в принципе, по питомцам здесь все. Благодарю за внимание. До новых встреч.